Когда читаешь эту шлаку, то совершенно не представляешь, как потом может все развернуться. Как вы находите все эти пояснения и подробности таких сложных текстов станций дзян? Читая и перечитывая, исполняя указы учителя, в этом процессе и происходит понимание, а исполнение понятого к осознанию. Проникновение, когда проникнуть можно в одно слово или одну букву и вскрыть сущность, которая беспредельна. Способность из множества информации увидеть, принять и понять только один главный аспект и из самой малой информации выявить беспредельную множественность. Такое ощущение на семинаре возникает, что это все происходило при построении Вселенной или до ее начала еще в пролае. Что это все было, а вы просто наблюдали за этим действием, видели все. А на семинаре нам рассказываете, как это было. Тогда ответьте на такой вопрос. Бывшее видимое и сущее невидимое – это просто два состояния одной и той же потенциальности семи сил? Чувство знания придает ясность, при которой проникаешь в суть вещей. Можно сказать, ты подключаешься к мистическому источнику идеи. Но это не я, а через меня. И, конечно, состояние это синтетического свойства совокупности семи сил в момент подключения устремленного сознания к цели. Когда возникает проникновение в сущность, открывается жизнь, и ты видишь, чувствуешь, переживаешь точно так же, как если бы это происходило в твоей жизни. Бывшее видимое и сущее невидимое – это две семиличности, одна из которых завершилась и растворилась, а другая семиличность собирается из новых элементов, чтобы дать новый эволюционный толчок. Как прочувствовать состояние покоя, если не было еще ничего? Согласно описанию состояния абсолютного растворения вещей, то есть состояния пустоты, сна без сновидений, это состояние отсутствия сознания бытия и в то же время его растворение в небытии. Другими словами, причина тобой понятая стала первой причиной, слитой в беспричинной причине. Когда сердце насытится любовью, это действие на пике напряжения, преодоления препятствий. Когда слезы страдания трансмутируются в жемчужину, и возникает сияние, ровное и постоянное. Это и есть сущность вечности. Ничего нет, а оно есть. Если причины вечно сокрыты, то здесь в проявленном мире только следствие, и разве мы не закладываем причиной для будущего воплощения здесь и сейчас, находясь в плотном теле? Причины сокрыты отчасти уровнями состояния сознания человека. Поэтому проявленная Вселенная, как и человек, в своей потенциальности феномена, есть прародитель причин, а значит майя, которую через страдания и опыт отражает его сознание, снимая покров вечности. Вечность относительно жизни, ее предназначенного цикла. В проявленном мире свои причины, которые влекут свои следствия. Внутренние импульсы соединяются с внешними энергиями, и возникает действие, которое создает карму. Если желание существовать – это следствие Нидан и Майи, то тогда к какому желанию стремиться? Желание есть сила, а воля разумная управляет этим желанием. Если воля потворствует желаниям низшей природы, то и следствие в желании страдания. Но если дисциплинировать волю, то и разумно можно управлять желаниями во благо общее, то есть улучшать качество жизни. Стремиться к желанию высшего порядка, что и есть сущность формы. Туда, откуда приходит эта сущность за энергиями духовных свершений. Сущность знает, что делает, и не нуждается в умозаключениях личности. Настоящий момент там, где его сущность. Сущность человека может быть трансмутирована вызыванием лучших вибраций,
Значит, желание высшего порядка – это желание общего блага. Оно и вызывает лучшие вибрации. На семинаре говорили, что божественная мысль – это космос, а тогда наша Земля и человек – это не воплощение божественной мысли? Земля и человек – следствие эманации мысли и есть мысль отраженная, последовательно, оформленная тень теней. Божественной она должна стать через преображение сознания до ее вмещения, и тогда мысль станет божественной, человек – святым, а Земля одухотворится вследствие эманации человека, просветленного. Божественная мысль есть космос, его выдох, а Земля и человек – отражение. Чтобы божественная мысль была воплощена, надо соединить три мира и стать истинным семеричным, как космос, то есть его истинным отражением. Символы действительно помогают понять это несказуемое. Это абстракция и конкретность одновременно. Можно ли сказать о символизме этой шлоки, которые показывали на семинаре, что это ложное сознание существования, если это все-таки просто форма? Символ – это дверь в иное измерение, в тонкий мир или огненный мир. Вхождение идет через символ. Символ – это внутренняя форма или не форма. Это сокрытая тайна, которую предполагается открыть каждому. Каждая личность может сама разбираться с этими вопросами или не искать на них ответ вовсе. Где находится предел сознания? Пределы сознания в иллюзорной форме умозрения. С принятием сознания беспредельности и сознание становится беспредельным. Значит, ограничений сознанию нет. Сознание вечно, как колесо благого закона, которое начало свое движение, когда не было начала и когда нет конца. Когда возникает кажущийся предел, тогда возникает возможность перехода в другой цикл, в другое время, в другой мир, на другой уровень. И в этом и есть беспредельность движения. Вы рассказывали, что единый космический атом становится семью, так же, как и логос становится семью. А в жизни каждого дня как увидеть эту семеричность во всем? Семеричность выражена в жизни во всем, ибо проявленный космос Вселенной. Вся семерична, и каждая форма жизни в ней семерична. Проще сказать, в проявленном мире каждая неделя повторяет эту семеричность. Точно так же любое рождение существа в этом мире явлено семеричностью. Как только вы прибудете в место пробуждения кундалини, вы становитесь индивидуальностью. Личность растворяется, а индивидуальность, как единая сущность для космоса, природы и человека, она истинная семеричность. Значит, надо в жизни каждого дня проявлять индивидуальность. Почему даже первый логос не в состоянии постичь парабрахму? Ибо первый логос – это нумен сознания, и в силу этого нумен не способен постигать парабрахму. Его может постигать седьмой логос через потенцию 6 логосов. Потому что он первый логос. Парабрахм не есть первый, он есть абсолют. Невозможно конечным постичь бесконечное, даже если это первый логос. Вы рассказывали о 6 сыновьях Фахата. Разве Фахат – это не 7? Сам Фахат в сути своей семеричен, а 6 его сыновей – его шаги. Фахат – это 7, 9 и 10. Фахат – это 3, 5 и 7. Это продвижение Фахата или символическое число, которое описывает разное качество или состояние действий Фахата. 7 – это идея, а формирует ее на ниже лежащих планах 6 сил или 6 сыновей Фахата. Главным из сыновей Фахата, как я понял, есть сцепление
Тогда по аналогии в жизни человека сцепление с чем или с кем должно быть главным? Сцепление его иерархического начала – Агни, ибо Агни сцепляет между собою огненную природу или планы бытия, как и тела человека. На низшем плане прана, на высшем – джива, а еще более высоком – фахат и джью. Сцеплением с высшими силами, чтобы произошло слияние кармы. Так происходит ее завершение и обновление. Так жизнь совершенствуется. Такими шагами идет эволюция. Интересным было описание Акаши. Как Акаша проявляется здесь, в плотном мире? Акаша – причина звука, проявлена звуком, этой силой, формирующей музыку сфер, согласно форме вибрации от до фа, как саморазвитие от фа до си. Нисхождение духа в материю и восхождение духа через одухотворение материи. Акаша – мощь двигателя, мысли, чувств, воли и разума. Акаша – духовная сущность. Это сила в одном аспекте Акаша, в другом – кундалини. Чем чище ум, тем более он восприимчив к отпечаткам Акаши. Это свойство памяти духа, которое отвечает за этот отпечаток. Когда ты не знаешь, а дух в тебе знает все. Если есть дважды рожденные владыки, которые являют эти двери в мир истины, а простой человек может туда войти? Каждый, в свою очередь, согласно циклу возрастной психологии, имеет потенциальность родиться дважды на Земле. Первое рождение через утробный плод матери. Второе рождение в духе, в зрелом возрасте, начинается после 30 лет у каждого человека, но зависит от накопления чаши духовных переживаний опытного действия. Кто настрадался, тот имеет возможность перерождения в духе или устремиться к абсолютной истине. А кто такой простой человек? Человек – это Бог. Человек наделен свободной волей. Он соединил в себе макро- и микрокосм. Когда человек становится сознающим или проявляет свою индивидуальность, то есть он становится Творцом, тогда он видит эту открытую дверь, которая никогда не бывает закрытой. Как оживить здесь, на Земле, психическую энергию? Психическая энергия не нуждается в оживлении, она нуждается в осознании. Психическая энергия должна стать сознательной и управляемой на созидание высшего и растворение низшего. Глаз Дангма – это свет, но он же возникает и исчезает. Значит, майя все равно воздействует на это состояние. Майя способствует совершенствованию души или личности для проявления индивидуальности, и тогда одухотворенное являет свет духовной души и становится Дангма, на которую майя не имеет воздействия. Это свет, который есть всегда, и он никогда не заканчивается. А вот его движение может прекращаться от невежества и майи. Причины существования исчезли. Значит, нет причин и нет следствий, и нет дуальности. Причины существования исчезли, но нужно добавить здесь, что они растворились. И поэтому нельзя сказать, что причин существования нет. Они есть, но только в своей номинальности, растворенности. Причины существования исчезли, а единая причина, сокрытая в беспричинной причине, остается всегда. Данный период описывает, что не было существования, не было причин, не было следствий, следовательно, не было дуальности, лишь единое бытие и вечное небытие. Не было ничего.
состояние, к которому ум должен прийти. Это состояние покоя или полного равновесия? Махапричинность, как беспричинная причина, в растворенном состоянии всегда есть как побуждающая сила для выявления причин. И эта божественная причина при начале Манвантары эманирует при первом пробуждении нумен всего, что и выражено дыханием вечной жизни. И нумен становится в силу вздоха причиной, а в потенции причинами существования. Так Парабрах, пралая, эманирует Манвантару, и только человек, мыслитель, имеющий всю потенциальность сил в духе, способен стать Бога-человеком, уподобившись Творцу через просвещение и утончение сознания, раскрывая пустоту существования Майи, освобожденным познавая Парабрах. Входя в несостояние, состоянием созвучия, света с тьмою, в его абсолютном хаосе для чувств и порядком для разума. Это и есть состояние покоя или равновесия ума. Покой – это растворение всего. А равновесие только тогда есть, когда свободная воля избирает путь общего блага. Значит ли, что сознание в состоянии самадхи может прикоснуться к нумену вещей и быть свободным от иллюзий майи? Самадхи и озарение в своем состоянии есть достижение нирваны. В это состояние можно войти только на земном плане существования. Самадхи – это состояние самообладания. Это проникновение в свой собственный логос, который знает все. Самадхи – это приближение к нирване. Но даже в нирване есть майя.